Представители знака зодиака Лев. Приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Ноябрь. Первая половина или события первых 2 недель. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И правда, ноябрь после неопределенности октября и коридора затмения, ну и еще и всяких других планетарных событий, которые до октября были, и в целом какой-то сумбур, сумятицу могли вносить в нашу жизнь, то ноябрь это больше время определенности. И два вопроса, которые будут, может быть, наиболее актуальны в первые 2 недели. Любовь и деньги, мои дорогие. Любовь, потому что 9 числа Венера у нас будет в весах. И в весах Венера – это новые грани чувственности, это новая алхимия близости, это какие-то вопросы вашей конкретной личной жизни. Да, конечно, как дипломатия мы можем со всеми договориться, но, видимо, очень актуально будет именно ваша личная жизнь. Надо сказать, очень благополучный еще аспект. Все-таки это у нас Венера. И что-то решить по деньгам. Каким образом ко мне будут приходить в дальнейшем деньги. Или вопрос о возможных вторичных каких-то доходах, заработках. Конечно, риск должен быть исключен, это однозначно, но есть еще и такой момент, как будто вот то, что происходит сейчас, первая половина ноября, во вторую половину ноября, там возможны именно по финансам такие нюансы, когда, к примеру, деньги могут задерживаться или где-то заходом на декабрь. И поэтому первую половину декабря как будто у нас с деньгами вопросов-то не будет как раз. Но мы их как будто не должны чересчур потратить. Или купить то, что ненужное. Или не рассчитать, словно просчитаться, опять же, с финансами. С финансами будьте аккуратны, потому что, опять же, Венера в весах, она может давать такое желание что-то эдакое приобрести. А потом мы встанем, скажем, зачем, не надо было. Вот тут быть рачительным где-то хозяином. Хороший позитивный момент, что 4 ноября, в самом начале, по сути, ноября, Сатурн наконец-то переходит в прямое движение. В целом больше ясности, больше понимания. Постепенно все становится на свои места. Может быть период, когда завершатся какие-то бесконечные ожидания, какие-то качели, что-то будет прояснено. Прояснены могут быть какие-то недоразумения. Вообще, в принципе, если мы говорим в вопросах пары, совершить какие-то глубокие разговоры, откровенные, искренние, то, что мы обдумывали, где-то в душе хранили, вынашивали или философствовали, это тоже не со знаком плюс, лучше это проговорить откровенно, на чистоту. И это для нас откроет совершенно другое понимание партнера. Давайте мы достанем карту. Первое. Главное событие начала ноября. Или события ближайших дней. А может быть и события ближайшего дня. То есть у кого-то это может проиграться, в принципе, за пару дней. Иногда за один день мы успеваем сделать больше, чем за целый месяц. Итак, главное событие. Главное событие не быть отшельником. Ну, где-то, наверное, не замыкаться, может быть, в себе. С другой стороны, знаете, выйти вот из какого-то состояния одиночества. Может быть, личной жизни все-таки Венера в весах. Мы можем, или может захотеться, как ни странно для вас, мои дорогие львы, я хочу оставаться на своей волне. Может быть, какая-то прежняя история была со знаком минус, и разочарование не дает желаний вообще строить какие-то еще отношения. Может быть, это необходимый такой этап, когда мы должны сделать какие-то выводы. Но вообще карта нас призывает к мудрости. Давайте я достану еще одну карту. Что это? Потому что в целом ведь это может проигрываться как старший аркан в любой сфере жизни. Про что нам этот отшельник? А вот тут в целом взаимоотношения. Знаете, у кого-то это может быть, как я пятерку мечей называю, как, знаете, карта воина в душе. Мы можем быть такими колючими, или был какой-то конфликт в прошлом, и нам он мешает, как будто, знаете, это состояние первой победы, как будто мы победу-то одержали, но нам от нее как-то не очень хорошо на душе. И почему карта говорит
вот эту дистанцию конфликта мы не должны увеличивать. С одной стороны, мы, да, должны оставаться верными своим принципам, самому себе, самой себе, но все же не замыкаться, вот не уходить в отшельника. Здесь какой-то конфликт нам может помешать буквально, который не в ноябре, а который, или может быть в первых, кстати, числах ноября, потому что вот, наверное, самое начало ноября, может быть, число до 6-7, еще будет сказываться предыдущий период. И когда у нас Меркурий и Марс еще в Скорпионе, в знаке тайн, и нас может так это вот подмывать буквально, кому-то что-то резкое сказать или где-то настоять на своем. Поэтому, в принципе, эмоциональный период еще вот первых дней ноября может быть так достаточно сложноватый. Мы не должны себе навредить. Не должны мы уйти в отшельника, правда, из-за какого-то конфликта. Здесь может быть наоборот. Карты хочет сказать, что для вас важно что-то прояснить. Давайте я еще одну карту достану. Тут будет возможность не просто прояснить, а как-то совершенно кардинально по-другому исправить ситуацию. Поэтому для кого сейчас обстоятельства вашей личной жизни таковы, что хочется закрыться и вообще ни с кем не разговаривать, или не хочется как будто обострять отношения. Если я начну что-то говорить, так я пойду в разнос и еще больше чего-нибудь наговорю. Вот такое может быть все-таки 5 мечей. А по колесу фортуны в этой колоде как будто нас высшие силы поддерживают. Нам как будто нужно в отношениях поддерживать огонь, чтобы он никогда не угас. Вот именно в этой колоде, посмотрите, как будто отец семейства нам показано. Вот именно семья, вот в этой колоде. И мы должны постоянно следить за этим огоньком, чтобы он нас не обжигал, но постоянно согревал. Вот больше ясности и как раз по Венере есть возможность понять друг друга. Абсолютно точно. Словно высшие силы вам будут в этом помогать. Из какого-то конфликта как раз перейти в какое-то позитивное, совершенно другое состояние, нежели в отшельника. А куда перейти? Королева мечей выпадает, да, когда отрезать, вот вам будет хотеться, правда, от чего-то прямо резко отказаться или кому-то наговорить резких слов, вот как по 5 мечей. Может быть, какая-то история, которая вам просто где-то, ну, не то надоела, не то больно ранила, но чаще всего это история из прошлого, которая долго длится, именно долго длится. И это как конечный момент терпения, может быть, потому что чаще это королева мечей, это прообраз Юдифи, которая, как известно, отрезала, так отрезала. Давайте мы карту совет достанем все-таки. И здесь нам, знаете, вот не говорят общего какого-то знаменателя. Ну, конечно, у каждого же своя ситуация. И вот смотрите, 8 кубков, по ней идет такое значение, что если мы захотим, кстати, мы найдем выход из любой сложной ситуации. Мы со всеми можем, правда, договориться, но мы можем в чем-то и точку поставить, и как будто выйти из каких-то отношений. Или мы можем просто, если это вопросы все же, да, не совсем по личной жизни, а у кого-то может быть конфликт на работе, правда? Ну, тут есть такой вариант, что лев может как будто закрыть в это прошлое дверь, развернуться и уйти по-английски. Ну, вот только вам решать. Либо вы найдете варианты, и как будто вам само пространство будет помогать, либо вы в чем-то положите чему-то конец. Давайте события ближайших дней. А нам здесь говорят, посмотрите, это 2 пентаклей или 2 монет. Очень интересное изображение, как будто деньги решают все. Вот я только так называю эту карту. Здесь немножко другие изображения. И кто думает, что деньги, да, где-то деньги не главное, безусловно, но без денег-то ведь деньги открывают возможность взаимодействовать с миром, поэтому мы вынуждены эту энергию как раз принимать. И в этой колоде карт это как раз по финансам очень хорошие возможности. У нас как лемниската, которая обычно изображается над головой мага, она у нас здесь с пентаклями. Вот какой-то свой проект, как, допустим, начать шикарно. Попробовать себя в совершенно новом деле, где мы считаем себя, ну, я не профи,
а получится лучше, чем у этого профи. Когда, в принципе, заработать деньги, увы, у кого-то работа на двух работах, но как раз по деньгам, мои дорогие, вот как мы говорили, да, любовь и деньги, возможность хороших заработков и как будто наперед. Но с чем-то мы не должны просчитаться. По этой карте деньги-то мы вообще-то не тратим. Они как будто есть, приходят, но тут все в сторону увеличения. Давайте события ближайших дней. Император. У вас так или иначе очень сильная позиция. Вы можете, если это необходимо, допустим, идти по инстанциям или к чиновникам высокого ранга, вы со всеми договоритесь. С другой стороны, это вот правда какая-то возможность сделать карьеру. По этой карте император, он все держит под контролем, и он как будто, посмотрите, он обуздал свою гордыню, буквально лев у него лежит в ногах в этой колоде, и лев это прообраз нашего эго. Император потому что знает, что если настаивать на чем-то всегда на своем или продвигать жестко свою линию, я ничего не добьюсь. Мне придется все равно как-то взаимодействовать с миром. И он всеми путями старается сохранить свои цели, намерения, свой статус. Вот об этом вам говорят, как увеличение статуса, так и сохранение где-то всего того, что у вас сейчас есть. Но император, понимая, что постоянно обстановка меняется, и она вынуждает корректировать какие-то планы. Вот, видимо, само по себе, как зарабатывание денег, построение карьеры, у кого-то проиграется в личной жизни, когда очень хочется настоять на своем. Правда, у вас сильная позиция, но вот в плане собственного эго нужно как-то его так причесать. Оно нам может не помогать или быть вот этим императором, или именно в колоде золотого таро, Golden Таро, так называется эта колода карт. Ну, если мы проявляем где-то настойчивость такую, знаете, безапелляционную, нам это не поможет установить либо какие-то контакты с людьми, либо найти взаимопонимание. Видимо, это будет очень важно. Давайте я спрошу, чего это касается. А здесь приходит какое-то известие, новость, быстрая, как будто нужно на это отреагировать. Может быть, это какая-то возможность как раз что-либо оформить или для себя самого сделать в плане удовлетворения наших амбиций. Такое тоже может быть. Может быть, куда-то отправиться. И когда выпадает эта карта, такое железо пока горячо. Видимо, как минимум, может быть, позвонить или откликнуться эта карта предполагает. Что это может быть, из какой области? Ух ты! А тут ведь пара, мои дорогие. Тут, правда, не уйти в отшельника, мои дорогие львы и львицы. Посмотрите, у нас выпала в целом пара. Император и императрица. Причем, может быть, сложность договориться, каждый на своей волне. И каждый в каком-то своем статусе. Ну, так надо учитывать, вы в одних энергиях. Но какая-то безупречная пара как будто может получиться. Я понимаю, у каждого по-своему, но здесь и про любовь. У кого-то может быть известие о беременности, мои дорогие девочки, правда? Или перевод ваших отношений на новый уровень, если вы встречались. Есть возможность за первую половину ноября в спокойной обстановке, правда, проговорить какую-то тему ваших отношений и найти вот это самое взаимопонимание. Вообще, конечно, здорово. И давайте я узнаю неожиданные события для вас, мои дорогие львы и львицы. Карта, когда мы складываем оружие, когда мы ни с кем не ссоримся. Карта, когда мы занимаемся собой. Может быть, для вас сейчас действительно первое – личная жизнь на повестке дня, и второе – это деньги. Все. Для кого-то из вас может проиграться так, что
вопросы, связанные с здоровьем, вашим здоровьем, как в плане профилактики, или для кого-то из вас вопросы, опять же, с учетом отшельника, императора, вы можете обращаться, какие-то вопросы вашей семьи, может быть. Когда нужно, с одной стороны, уделить внимание кому-либо или решению какому-то вопроса, каких-либо вопросов даже, с учетом их организации, подписания, может быть, как важных бумаг в инстанциях. Такое тоже может быть, вполне вероятно, в неожиданных событиях, как будто что-то можно либо оформлять, либо решать для себя, либо, опять же, повторюсь, заниматься через, как прояснить обстановку о самом себе в плане здоровья, но неспешность сама по себе. И давайте, что нам будет помогать? Когда мы не участвуем в конфликте, когда мы никому ничего не доказываем. Когда карта говорит, семерка жезлов, у нас будет достаточно сил как будто парировать, да, но нет как таковых противников. Поэтому, воинственно себя не настраивайте. Нам и будет помогать, когда мы как раз, если необходимо, то мы тогда с учетом дипломатии свою точку зрения объясняем, чтобы нас правильно поняли. Не через настойчивость, а через дипломатию. А от каких-то вопросов мы просто уйдем и какой-то, может быть, как конфликт или напряженность просто изначально погасим. Все-таки у нас здесь выпадала 5 мечей. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.